Горизонтально расположенная и наполненная водой труба в своей широкой части имеет площадь поперечного сечения S2 равно 1 дециметр квадрат, а в узком S1 10 сантиметров квадрат. Какой силой надо действовать на поршень А, чтобы уравновесить силу 10 килоньютонов, действующую на поршень Б? Горизонтально расположенная труба, поршень S2 большой, а вот это тут поршень S1 маленький. Это поршень Б, это поршень А. Известно о том, что S2 равно 1 дециметр квадрат. S1 равно 10 сантиметров квадрат. С какой силой нужно действовать на FA, чтобы уравновесить силу 10 ньютонов, действующую на поршень B? Это FB напишем равно 10 килоньютонов. Нужно определить, какая сила должна действовать на поршень. Если так внимательно посмотреть, это немножко похоже на пресс, только расположенный горизонтально. Реально картинка такая же точно. Действие с одной стороны малый поршень, с другой стороны большой. Давление, которое создается здесь, оно во всех точках одинаково. Отношение силы, действующей на поршень B и его площади, будет такое же точно, как отношение силы FA на S1 с этой стороны. Давление у нас будет одинаково. Поэтому мы можем сказать, для поршня площадью S2 будет равно FB делить на S2. Такое же точно давление, потому что давление передается одинаково со всех сторон, оно будет одинаковое. И такое же точно давление будет равно FA делить на S1. Теперь можно их приравнять, и можно после этого поискать значение, которое будет равно FB делить на S2 равно FA делить на S1. Сюда FA чему равно? FB на S1 делить на S2. Теперь давайте будем подставлять сюда все значения, которые у нас здесь есть в условиях. FB это что? 10 килоньютонов умножить на S1. S1 это 10 сантиметров квадрат. А S2 это 1 дециметр квадрат. Давайте сантиметры переведем в дециметры. Мы знаем о том, что 1 сантиметр это дециметр, деленный на 10. В одном дециметре у нас 10 сантиметров. Итак, вместо сантиметров квадратных подставим сюда дециметр, деленный на 10. Аккуратненько это все перепишем. Килоньютоны тоже преобразуем. Вот 10 умножить на 10 третий ньютоны. 10 есть и килоньютон. Так. И на 10, а теперь вот вместо сантиметра квадратных подставляем дециметры, делить на 10 в квадрате и делить на 1 дециметр квадрат. Получаем следующее. Перепишем это все как есть. 10 на 10 третий ньютонов умножить на 10. Дециметры квадратные вверху остаются, а 10 в квадрате идут в знаменатель. 10 в квадрате умножить на 1 дециметр. Дециметры квадратные у нас сокращаются. Что мы здесь получаем? 10 во второй степени и 10 это можем тоже убрать. Вот смотрите, вот это 10 второй, и эти 10, и эти 10 сократим. Останутся 10 третьей степени ньютонов. FA равно 10 третьей степени ньютонов или равно 1 килоньютон. FA равно 1 килоньютон. Для того, чтобы удержать силу в 10 килоньютонов, которая действует на этот большой поршень, достаточно силы 1 килоньютон, который будет действовать на поршень S1.